Дарья Усачева сразится с Алисой Лью на этапе Гран-при в Токио. В случае неудачи прервется внушительная победная серия российских фигуристок. Женский турнир на Гран-при Японии неожиданно превратился в самый непредсказуемый среди всех этапов серии. После снятия Александры Трусовой у иностранных фигуристок наконец-то появился шанс прервать российскую гегемонию на Гран-при, которая тянется уже почти 3 года. Честь российской школы и группы Этери Тутберидзе будет в одиночку отстаивать 15-летняя Дарья Усачева, аутсайдер борьбы за место на Олимпиаде. Сумеет ли вчерашняя юниорка одержать победу над хваленой американкой с более сложным контентом? Такого ответственного старта в жизни Даши еще точно не было. Трусова сделала подарок иностранным фигуристкам. Безраздельное доминирование российских фигуристок на Гран-при уже давно никого не удивляет. Шансы на победу у иностранных спортсменок появляются только в случае непредвиденных обстоятельств. Именно это и случилось в преддверии турнира в Японии. Впервые за несколько лет зарубежные соперницы могут прервать гегемонию россиянок на международных соревнованиях. Дорогу к долгожданной победе иностранным фигуристкам открыла Александра Трусова. Она была бесспорным фаворитом этапа в Токио и могла выиграть даже с облегченным контентом. Однако врачи настояли на снятии Саши из-за травмы ноги. В ее отсутствие интрига в женском одиночном катании стремительно возросла. Это щедрый подарок для американки Лью и других иностранных фигуристок. Продлить внушительную серию России попытается другая ученица Этери Тутберидзе, Дарья Усачева. Сделать это будет непросто. Противостоять дебютантке серии будет опытная японка Каори Сакамото. Фигуристка из страны восходящего солнца сделает все, чтобы повторить успех соотечественницы Рики Кихира, которая в 2018 году в финале Гран-при одолела Алину Загитову. С тех пор россиянки не проигрывали ни одного старта, на котором присутствовали. В прошлом сезоне наши девушки выступили только на одном этапе и заняли весь пьедестал. Также в борьбу включится кореянка Юйин, имеющая в своем арсенале тройной аксель и четверные прыжки, а составит ей компанию американка Алиса Лью. На данный момент именно она представляет главную угрозу для Усачевой. Почему Усачевой стоит опасаться американку? Даша и Алиса неоднократно встречались на соревнованиях на юниорском уровне. Американка опередила фигуристку из Хрустального в финале Гран-при 2019, но проиграла ей на чемпионате мира, поэтому делать выводы, основываясь на прошлых результатах, опрометчиво. В пользу Лью говорит более сильный технический набор. Фигуристка владеет четверными прыжками, а также тройным акселем. В этом сезоне мы уже видели чистое исполнение этого элемента в короткой программе в Канаде, в отличие от Усачевой, которая анонсировала прыжок еще на контрольных прокатах, но так ни разу не зашла на него на соревнованиях. Шанс Усачевой в стабильном катании и более высокой оценке за компоненты. На дебютном этапе Гран-при в Лас-Вегасе Даша получила очень хорошие баллы, что говорит о том, что судьи благосклонно настроены к ученице Этери Тутберидзе. Даже учитывая заметный прогресс Лью в интерпретации, по артистизму ей до Усачевой очень далеко. Исход соревнований решит то, кто стабильнее откатает свои программы. Алиса рискует больше, поскольку исполняет сложнейшие прыжки. Любая ошибка может лишить ее не только золота, но и места на подиуме. Даша же известна своим умением собираться перед важными стартами. В Токио этот навык очень пригодится, ведь 15-летняя фигуристка впервые столкнется с таким серьезным давлением. Она не только представляет Россию на международной арене, но и в одиночку защищает авторитет группы Тутберидзе. Очень серьезное испытание для вчерашней юниорки с психологической точки зрения. Усачева – единственная из 6 топовых учениц Хрустального, в чьем арсенале нет элементов ультра-Си. Кроме того, именно у Даши наиболее низкий лучший результат сезона среди подопечных Этери. Все это позволяет назвать Усачеву аутсайдером группы Тутберидзе. Но это вовсе не означает, что она не может победить американку Лью и всех остальных. Еще как может. Устройте фигуристкам Тутберидзе турнир с мужчинами.
Разговор с Рафаэлем Арутюняном. Складывается впечатление, что российские фигуристы где-то даже комплексуют, глядя на то, с какой легкостью исполняют четверные прыжки российские фигуристки. Скажите, а Нейтан Чен не боится сравнений с Александрой Трусовой? У меня вообще есть предложение к Первому каналу организовать прыжковые соревнования между двумя командами, российских девушек и американских парней. Можно для большей конкуренции и третью собрать, из российских фигуристов, усилив ее европейскими легионерами. А как же американские девушки? В таком турнире они просто не могут составить конкуренции. А вот турнир на выбывание с участием мужчин из Северной Америки и российских девушек поднимет рейтинги трансляций до невиданных высот. Комплексовать перед Трусовой Чен точно не будет. Вы достаточно критично оценивали в своих интервью юных чемпионок из Team Тутберидзе. Последние успехи Трусовой и Анны Щербаковой, которые побеждают уже не первый сезон, не заставили изменить свою точку зрения. Как раз наоборот. Мне, как и многим поклонникам фигурного катания, хотелось бы видеть чемпионок на протяжении нескольких олимпийских циклов. Сегодня уже никто не воспринимает Алину Загитову и Евгению Медведеву в качестве действующих спортсменок. А ведь им еще около 20. Да и Трусовой со Щербаковой наступает на пятки Камила Валиева, которая проводит свой первый взрослый сезон и уже установила 2 мировых рекорда, в произвольной программе и по сумме 2. Травмированная стопа Трусовой, из-за которой она пропускает Гран-при Японии, еще раз подтверждают, что мои жалкие попытки обратить внимание на необходимость бережного отношения к юным спортсменкам ничему не привели. Зато уже звучат голоса о том, что фигуристкам нужно давать бонусы за возраст. И не случайно сегодня огромное количество поклонников фигурного катания жаждут увидеть на Олимпиаде Елизавету Туктамышеву с ее по-настоящему женским катанием. Как вы оцениваете перспективы таких фигуристок, как Синицына, в арсенале которых нет четверных прыжков, но есть бездна обаяния? Конкурировать с Team Тутберидзе им не под силу. В этой группе собраны такие фигуристки, что только внутренняя конкуренция подталкивает их на невиданные высоты. Хорошая команда. Речь сейчас не о тренерах, хореографах, а именно о фигуристах. Это важнейший фактор прогресса. Для Ксении 3-е место в короткой программе в Лас-Вегасе и общее 5-е – это большой успех. Не все в этой жизни измеряется только золотой олимпийской медалью. В Америке нам приходится работать с самыми разными спортсменами. Даже близко нет такого, как сегодня в России, где поддержка спорта высших достижений оказывается на государственном уровне. В США чемпионы появляются не благодаря, а вопреки.